Позвонили из дежурной части в начале 9 утра, 13 июля 2020 года. За гаражами в старой части города. Мужчина. Обнаружил сторож гаражного кооператива. Пошел с утра проверять замки после выходных. Увидел ноги в бурьяне. Я записал адрес, допил кофе и спустился к машине. Понедельник начинался как понедельник. Город стоял пустой. Ковидное лето, половина контор на удаленке, автобусы ходят через раз, на остановках по 2 человека в масках, и те смотрят друг на друга, как на заразных. Для работы это плохо. Пустая улица – это улица без свидетелей. Жара держалась уже неделю. С утра было под 30. Пока доехали до кооператива, рубаха прилипла к спине. У ворот топтался сторож, мелкий мужичок в панаме, из тех, что всю жизнь сторожат чужое добро, потому что своего не нажили. Про себя я окрестил его Сурком. Сурок суетился, тыкал рукой в сторону пустыря и рассказывал всем сразу, мне, водителю, воздуху, как он сразу все понял. Врал. Ничего он не понял. Он полчаса ходил кругами и боялся подойти. Это было видно по следам. 8 метров туда-сюда вдоль колеи. Трава протоптана. К телу. Ни шагу. Люди врут словами. Ноги у них честнее. Опергруппа подтянулась следом. Криминалист Лапин Игорь Борисович с чемоданом, судмедэксперт Стельмах Марина Аркадьевна, из розыска Черных Олег Валерьевич с молодым Санниковым Дмитрием Павловичем. С Черных мы работаем лет 10. Он из тех оперов, которых не надо подгонять. Надо успевать за ними. Санников пока щенок. Но щенок правильной породы. Молчит и смотрит. Пустырь был классический миасский. За гаражами свалка. Дальше бурьян по пояс. Ржавые остовы. Битый кирпич. Тропинка к теплотрассе. На таком месте чистых следов не бывает. Там натоптано за 10 лет всеми, кому лень идти в обход. Лапин это знал не хуже меня. Поэтому сразу полез с фотоаппаратом и масштабной линейкой к тропе. На сухом грунте у нас в июле следы обуви держатся неделями, если их не затопчут. Тело лежало метрах в 40 от крайнего ряда гаражей, лицом вниз, головой в сторону теплотрассы. Мужчина на вид за 50. Одежда – тряпье. Но по такой одежде в наших краях диагнозы не ставят. Половина гаражных дедов ходит хуже. Я продиктовал в протокол привязку. 41 метр от угла крайнего гаража, 11 метров от опоры ЛЭП, 2,7 метра от тропы. Зафиксировали статику, отсняли. Потом Стельмах приступила к телу. Голова у мужчины была разбита. Сильно разбита. Сзади. В волосах запеклось, вокруг натекло. Мухи работали вторые сутки. По ним и по трупным явлениям Стельмах предварительно дала. Смерть наступила около 2 суток назад, то есть в районе 11 числа. «Жара», — сказала она. «Поправку внесем после вскрытия. Разложение идет быстро». Первая версия нарисовалась сама. Рядом грунтовка, по которой гаражные гоняют к свалке. Сбили, испугались, оттащили в бурьян. Вторая версия, обычная для таких мест. Пил с кем-то, не поделили, приложили головой. Обе версии мне нравились, потому что обе были про понятных людей. Пьяный за рулем – понятный человек. Собутыльник с обрезком трубы – понятный человек. Я таких за 20 лет насмотрелся столько, что могу их лепить из пластилина. Стельмах понятные версии подпортила сразу. Она сидела над головой погибшего минут 10. Потом подозвала меня и показала пальцем в перчатке. Раны не рваные, как от бампера, а вдавленные, компактные, с четкими краями. Несколько штук, рядом, одна к одной, все сзади и сверху. «Тупой предмет с ограниченной поверхностью», — сказала она. «Небольшой. И удары нанесены, когда человек уже лежал. По потекам видно». «Наезд исключаешь?» «Исключу после вскрытия. Но машины так голову не разбивают. Машиной размазывают. Лежачего. Несколько раз. По затылку». Я посмотрел на бурьян вокруг тела, не примет. Следов борьбы нет. Человек лег сам.
Лег и не встал. Бить лежачего – это отдельная статья в моем личном кодексе. В Уголовном кодексе такой статьи нет, а в моем есть, и по ней я не оправдываю никого. Драка – дело житейское. Двое стоят, двое машутся, у кого-то кость крепче. Но когда один лежит, а второй работает по нему сверху, это не драка. Это разделка. Личность установили к вечеру, по дактилоскопии. Сизов Николай Петрович, 52 года, без определенного места жительства. В базе, по старой административке, 10-летней давности. Когда-то у человека была квартира на автозаводе и работа. Потом квартира ушла за долги, а дальше обычная лестница вниз, по которой у нас в городе спускаются молча. Родных не нашли. Искать Сизова было некому. Хватиться некому. И это тоже была информация. Убить такого человека – все равно, что убить в пустой комнате. Черных с Санниковым к вечеру отработали кооператив. Улов нулевой. Камер старой части нет. Безопасный город у нас висит на центральных перекрестках и у школ, а гаражи и пустыри для бюджета не существуют. Из живых свидетелей – Сурок, который не видел ничего, и 2 гаражных деда, которые в пятницу слышали собак. Собаки, деды, бурьян. Все. Из вещдоков Лапин снял с тропы 4 пригодных следа обуви, все разные. Тропа проходная. Цена таким следам до первого подозреваемого. Ни бутылок, ни стаканов при теле не было. Вот это, кстати, было странно, и я себе эту странность записал, но неправильно прочитал. У нас у пьющих возле тела всегда стеклотара, а тут чисто. Я решил, собутыльники унесли и сдали. Логика понятна у человека. Убил, испугался, а бутылки сдал. Копейка есть копейка. Мне даже понравилось, как складно выходит. Вечером я доложился Гордееву Андрею Михайловичу, руководителю отдела. Гордеев – мужик тяжелый, из тех полковников, что двигаются медленно, а соображают быстро. Он выслушал про раны, спросил одно. «Пьяная компания?» Я сказал. «Похоже на то, отработаем окружение». Он расписал мне дело и добавил, чтобы я не тянул. Лето, жара, начальство в отпусках, и лишний глухарь по 105-й в июльской отчетности никому не нужен. Святой человек. 6 трупов у него были еще впереди, а он уже переживал за один. Ночью Черных с Санниковым пошли трясти среду. Среда у нас известная. Теплотрасса за баней. Подвал бывшего общежития на Пролетарской. Пункт приема стеклотары, где алкаши сдают дневной урожай. Я поехал с ними. Не потому, что следователю положено шляться по подвалам, а потому, что Сизовский круг надо было увидеть глазами. Протоколы потом. Сначала. Глаза. Картина по всем точкам была одинаковая. Сизова знали, Сизова помнили. Сизова не видели дня 3. Врагов у него не водилось. Он был из смирных, из тех, кто просит, а не отбирает. Пил со всеми, дрался ни с кем. Приемщик стеклотары, жилистый дядька с золотым зубом. Я его про себя записал Кощеем. Сказал точнее всех. Колю обидеть – это каким же надо быть? Он же тень. Кто тень бьет? Я тогда пропустил это мимо ушей как лирику. Зря. Кощей, сам того не зная, сформулировал все дело. У нас в городе завелся человек, который бил именно теней. Но до этой мысли мне оставалось еще 6 дней и 3 трупа. Из полезного взяли одно. 11 числа, днем, Сизова видели у магазина на Октябрьской, живого, уже теплого. И он хвастался, что его угостят. Кто угостит, не сказал. Санников записал это в рапорт. Я подчеркнул. Угощальщика ищем в первую очередь. В моей картине мира это был собутыльник из своих, у которого потом что-то щелкнуло. В той картине мира все еще было просто. На утро 14-го я поехал на вскрытие. Стельмах насчитала не менее 9 ударов. 9. Все, теменно-затылочная область, все прижизненные. Характер повреждений 1. Боек небольшой, около килограмма весом. Что-то вроде молотка-переростка или маленькой кувалды. В крови у Сизова
Алкоголя столько, что он в момент ударов вряд ли понимал, что происходит. Скорее всего, спал. «Первые 2 удара смертельные», — сказала Стельмах. Остальные 7 наносились уже по агонирующему или по мертвому. Вот тут понятные версии кончились. Собутыльник, который в запале привожил корешу трубой, бьет 1, 2, потом трезвеет от ужаса и бежит. 7 ударов по мертвому – это не запал. Это работа. Кто-то стоял над спящим человеком и методично разбивал ему голову, удар за ударом, и не остановился, когда тот умер. Возбудили дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Я писал постановление и уже прикидывал круг. Ищем среди сизовского окружения зверя, сильного, ломаного, с отсидкой, из тех, у кого руки помнят. Такие удары – это ненависть. А ненависть у понятных людей растет из понятного. Долг, баба, старая обида по зоне. Перетрясти ночлежки, теплотрассы, пункты приема стеклотары, и через 3 дня он у меня в кабинете будет сидеть и рассказывать, как его довели. Я в этом не сомневался. Я вообще тогда мало в чем сомневался. 20 лет работы приучили меня к тому, что людей я читаю с листа, как дежурный читает сводку. Покажи мне человека, я скажу, на что он способен. Покажи труп, я скажу, кто рядом стоял. В тот же день, после обеда, город показал мне 2-й труп. И начал, как выяснилось сильно позже, смеяться надо мной в голос. Куренкова Владимира Ильича нашли 2 работяг, тащивших через промзону ворованный швеллер. Швеллер они, увидев тело, бросили. И на этом их гражданская сознательность закончилась. В полицию позвонил уже охранник соседней базы, которому они, белые, влетели в будку. Промзона у бывшей мебельной фабрики. Место глухое. Корпуса стоят выпотрошенные из 90-х. Забор лежит. Внутри арматура, стекло и трава в рост. Живого движения там 2 вида. Цветмет ищут и пьют. Тело лежало у стены цеха, в тени, ногами к пролому. Мужчина лет под 50, и голова у него была разбита так же, как у Сизова, сзади, кучно, всмятку. Рядом лежанка из картона, ополовиненная пачка примы, пустая чекушка недельной пыльности, к делу отношения не имеющие. Свежего стекла опять ни одной единицы. Я снова отметил это и снова прочитал по-своему. Куренкова установили быстро, его в промзоне знали. 47 лет, безработный, комната в фабричном доме через дорогу, из которой он выходил как на службу, к магазину и обратно. По базе пара административок, драки по пьяни, ничего серьезного. Стельмах на месте дала предварительно. Смерть, ночь на 13-е. То есть Куренков умер раньше, чем мы нашли Сизова. Это мне не понравилось. 2 трупа с разницей в 2 суток – это уже не происшествие, это тенденция. Но тенденцию я себе объяснил быстро и удобно. Среда одна, круг один. Значит, и человек, скорее всего, один. Кто-то чистит своих. Долги, дележ, старая кровь. На вскрытии 15-го утром Стельмах насчитала не менее 7 ударов. Теменно-затылочная область, лежачий. Тот же характер ран. Боек, маленький, тяжелый. «Похож почерк, Виктор Сергеевич», — сказала она. «Очень похож». «Марина Аркадьевна, у них там вся промзона, сплошной почерк. Молотки, трубы, монтировки. Среда бьет по голове, потому что выше не дотягивается». Сказал и сам себе поверил. Это я умею. Формулировать так, что возражать неохота. Стельмах возражать не стала, только попросила, чтобы ей отдали оба заключения рядом положить. «Кладите», — сказал я, — «хоть под подушку». Умная баба, а я дурак, но узнаю я об этом только через 5 дней. 14-го, еще до вскрытия, мы с Черных отработали промзону по периметру. Точек с людьми там 3. База с охранником, шиномонтажка у дороги и автомастерская за фабрикой, автосервис у портмола. 2 бокса из белого кирпича, компрессор, запах солярки и сжженной резины. Хозяин, Портнов Аркадий Семенович, мужик правильной сборки.
Рукопожатие как тиски, глаза считают. Такой, если врет, то по делу. Он не врал. Куренкова знал. Тот иногда за полтинник помогал разгружать резину. Ночью в мастерской никого не было. Камер нет. У нас тут не банк. Работников у него было 3. 2 – обычные гаражные волки. Руки в масле, разговор через губу. 3 стоял у дальнего подъемника и молчал. Молодой, лет под 30. Худой, серый какой-то. Спецовка темно-синяя, взгляд в пол. Когда я задал общий вопрос, кто ночью где был, 2 ответили, а этот кивнул на хозяина. Мол, как все, по домам. Голос я его тогда так и не услышал. Про себя я окрестил его ветошью, по первому впечатлению. Висит на гвозде что-то серое, глаз не цепляет. Опасности 0, пользы 0, свидетель никакой. Я отвернулся от него раньше, чем он договорил свое «по домам» кивком. Дальше пошло интереснее, и стало не до ветоши. Один из гаражных волков вспомнил. Весной к ним заезжал на своей Ниве Тумаков Валерий Николаевич и прямо во дворе мастерской орал на Куренкова. Куренков у него занял и не отдавал, что-то около 15 тысяч. И Тумаков при 3 свидетелях обещал ему голову проломить. Дословно. Я это «голову проломить» записал в блокнот и подчеркнул дважды. Тумакова я знал заочно, по учетам. 38 лет, 2 ходок за разбой, вес под центнер, кулаки как гири. Про себя я его сразу назвал кабаном. Кабан подходил идеально. Сильный, ломаный, злой, с мотивом. Долг. Мотив понятный. У этих людей 15 тысяч. Деньги, за которые ломают. И Сизов в мою схему вставал. Сизов с Куренковым пили вместе. Среда одна. Значит, либо свидетель, либо тоже должен. Схема собралась за вечер, как автомат. Щелчок и готово. Мне даже понравилось, какая она ладная. Ладные схемы – это отдельный сорт вранья, которым следователь врет сам себе. Но об этом тоже позже. По месту жительства Тумакова не оказалось. Соседи сказали, уехал куда-то в область, на заработки. Это легло в схему еще лучше. Убил и слинял. Я отправил поручение операм установить местонахождение. Запросил биллинг по его номеру. Объявил локальную отработку связей. Черных выслушал мою конструкцию и сказал только: «Складно. Проверим». У Черных есть противные качества. Он не спорит. Он проверяет. За это его и держу. 15-го, после вскрытия, отрабатывали связку Сизов-Куренков. Связка подтвердилась наполовину. Пили вместе, было дело, но давно, еще в июне. И не вдвоем, а компанией у теплотрассы. Общих долгов между ними никто не знал. Схема моя от этого не рассыпалась, я ее подпер. Кабан выбивал с Куренкова. Сизов подвернулся рядом. Свидетелей такие не оставляют. То, что между 2 убийствами 2 суток и 3 километра, я объявил осторожностью преступника. Удобная штука версия. Любой факт, который в нее не лезет, можно объявить осторожностью, совпадением или враньем свидетелей. Лапин к вечеру принес по промзоне результаты. На грунте у пролома месиво из следов, отработке не подлежит. За неделю там прошла половина цветметчиков города. 4 следа Сизовского пустыря тоже пока висели мертвым грузом. Тропа проходная, сравнивать не с чем. Из внятного у Лапина было одно наблюдение, и оно опять касалось стекла. У обоих тел ни свежей бутылки, ни стакана, ни пробки. 2 выпивших в дым мужика, умершие там, где пили, и ни единицы посуды. Я записал это как факт и опять объяснил его по-своему. Посуду прибирает среда, стекло – это деньги. Правильный ответ был проще и хуже, но до него оставалось еще 4 тела и 2 недели. Опросы по среде дали обычный рожай. Никто ничего, все всех, темно было. Санников прошел по магазинам вокруг фабричных домов. Куренков жил через дорогу от промзоны
и протоптал туда дорожку. Вернулся с нулем. Продавщицы ничего подозрительного не видели. Ночью магазины закрыты. Камер, одна на весь квартал. У входа в продукты. Пишет неделю по кругу. Я в тот отчет даже не вчитался. Спрашивали-то мы про ночь и про подозрительное. А надо было спрашивать про день и про обычное. Но чтобы задать правильный вопрос, надо сначала понять, что ищешь не волка. Мы искали волка. Параллельно для порядка держали и вторую версию – залетные. Лето, город на трассе, мало ли какая мразь катается. Гордеев на докладе спросил про подростков. Была у нас года 3 назад история, когда 3 малолеток забили бездомного просто так. Проверили и это. Та троица давно по колониям, новых сигналов по школам нет. Версия повисла и отпала. Оставался кабан, жирный, теплый, со своим голову проломить при 3 свидетелях. Я в него верил как к зарплату. 16-го я снова поехал к Портнову, уточнять по Тумакову. Когда точно был конфликт, кто слышал, заезжал ли еще. Портнов дал и даты, и свидетелей. Пока он рылся в тетради с записями клиентов, я стоял у бокса и вдруг обнаружил, что серый, ветошь, стоит у меня за спиной. Близко, в метре. Я не услышал, как он подошел, а у меня слух рабочий, на подходы сзади натасканный 20 годами казенных коридоров. Он просто возник, с ключом-трещоткой в руке, ждал, пока хозяин освободится. Я тогда зацепился об это на секунду. Есть у меня внутри такой датчик на людей за спиной. И сам же датчик отключил. Ну, стоит и стоит, тихий, забитый, из тех, кого в школе макали головой в унитаз. Такие не опасны. Такие мебель. 20 лет я делил людей на хищников и добычу. И деление меня кормило. Я вычислял быков по развороту плеч, наркоманов по рукам, сидельцев по походке. Я был уверен, что вижу всех. А надо было всего лишь понять простую вещь. Тот, кто 20 лет сортирует волков и овец, разучивается видеть третий вид. Тот, который не волк и не овца. Который стоит в метре за спиной с железкой в руке, и датчик на него молчит. Я уехал из мастерской с полным блокнотом по кабану и с пустотой там, где должно было лежать главное. Если бы я тогда повернулся и посмотрел на Серого не как на мебель, а как на человека, спросил бы фамилию, пробил бы, поговорил 3 минуты. Не спросил. У меня был кабан, жирный, понятный, с мотивом, и я пошел по нему, как гончая по свежему следу. След вел в никуда, но пах он замечательно. Вечером 16-го пришла первая справка. Номер Тумакова светится в Челябинске. Я расценил это как подтверждение. Залег у корешей, ждет, пока уляжется. Санников осторожно спросил: «А если он там просто работает?» Я ответил, что когда мне понадобится версия защиты, я приглашу адвоката. Санников заткнулся. Зря я его заткнул, между прочим. Щенок нюхал в правильную сторону. В тот же вечер, 16-го, в сводке по городу среди прочего прошло заявление. Гарипова Наталья Игоревна, 31 года, просит разыскать мужа. Гарипов Артем Рашидович, 34 года, монтажник. Вечером 15-го шел домой после смены. Около 10 позвонил жене, сказал: «Иду, ставь чайник». И не дошел. Телефон с ночи недоступен. Я прочитал и отложил. Взрослый мужик шел после смены, по сводке. Перед этим посидел с бригадой, премию обмывали. Такие пропавшие у нас находятся за 2 дня сами, у друга на диване, со стыдливой рожей. Розыском занялась полиция в обычном порядке. Никакого отношения к моим 2 трупам этот монтажник, по моему тогдашнему разумению, не имел. Ни та среда, ни тот круг. Я ведь тогда еще думал, что круг имеет значение. 17-го я увидел ее саму, мельком, в коридоре отдела полиции. Она сидела у кабинета розыска, прямая, с телефоном в обеих руках, и не плакала. Женщины, у которых мужья загуливают, выглядят иначе, злее и спокойнее. Эта держала телефон так, как держит пульс. Я прошел мимо, но походку сбавил.
Что-то в ней было от родни потерпевших. А эту породу я отличаю от скандальной родни пропавших безошибочно. Отличил и тут. И ничего не сделал. У меня был кабан. 18-го нашли 3-го. Заброшенная стройка на северной окраине. Коробка в 3 этажа, которую бросили лет 8 назад. Бетон, проемы без окон. Внутри костровища и матрасы. Подростки полезли туда снимать ролики для интернета и сняли то, чего им теперь до старости хватит. Мужчина лежал у стены 1-го этажа, на картоне, лицом вниз. Затылок, как у тех двоих. Я стоял над ним и уже не подбирал версию. Я считал. 3-й. За 8 дней. Установили к ночи. Хромов Сергей Анатольевич, 55 лет. Бездомный. В прошлом крановщик с автозавода. Стельмах на месте определила. Смерть наступила 3-4 суток назад. В жару, точнее, скажет вскрытие. Выходила примерно 14-е. Сизов 11-го. Куренков в ночь на 13-е. Хромов 14-го. Кто-то работал по городу шагом в сутки 2, а я 8 дней гонял одну и ту же понятную мысль про долг в 15 тысяч. Зато стройка, в отличие от пустыря и промзоны, дала улики. Место глухое, чужие не ходят. И на пыльном грунте у входа Лапин снял четкую дорожку. Кроссовки, 43-й размер, протектор свежий. Дорожка шла внутрь и обратно, поверх всех старых следов. Отсняли с масштабной линейкой, залили гипсом. И второе. У тела стояла пустая бутылка. Водка 5 озер, 0,5. На стекле отпечатки самого Хромова. Свежая, не пыльная, этикетка не выгоревшая. Кто-то принес ее сюда недавно, и этот кто-то был в перчатках или стер свое. Вот тогда старая заметка из блокнота встала на место. Только наоборот. У первых 2 тел стекла не было вообще, а тут бутылка, аккуратная, как на витрине. Не среда прибирала посуду. Посуду контролировал он. Сначала уносил, потом перестал. Человек, который следит за стеклом, это не пьяный кореш с монтировкой. Это голова, которая работает до, во время и после. 19-го, воскресенье, Стельмах позвонила мне домой и сказала прийти в бюро. Она разложила на столе 3 заключения и фотографии повреждений. 3 головы, снятые в морге, одна к одной. Смотри сюда, Виктор Сергеевич. Раны вдавленные. Форма байка одна. Округлая, ограниченная. Диаметр около 4 сантиметров. Вес орудия около килограмма. Направление ударов одно. Сзади и сверху, с правой руки. Положение жертв одно. Лежали все 3. Алкоголь у всех, тяжелая степень. Следов борьбы нет ни у одного. Сизов. Не менее 9 ударов. Куренков. Не менее 7. Хромов. Не менее 10. Это 1 предмет и 1 рука. Я готова подписаться под каждым словом. Я стоял над этими снимками долго. Умею признавать очевидное. Не люблю, но умею. 3 эпизода, 1 рука, 1 инструмент. Слово «серия» я вслух не сказал, сказала она, спокойно, как диагноз. У нее вообще была самая спокойная работа из всех нас. Ее клиенты уже не врали. «И еще», — добавила она, — «он не останавливается, когда они умирают. Смерть наступает после первых 2-3 ударов. Остальное он делает не для того, чтобы убить. А для чего? Это уже твой профиль, не мой. Но я такое видела в практике 2 раза. Оба раза это было очень личное. Только личное. К кому? Они 3 друг друга почти не знали. 20-го утром Гордеев собрал совещание. Я, Черных, начальник розыска, заместитель по области на телефоне. Я доложил все как есть, включая то, что 8 дней отработки Тумакова, скорее всего, летят в корзину. Об этом ниже, и это отдельная песня. Решение приняли за час. Дела соединить в одно производство, признать серийный характер, создать следственно-оперативную группу, мне,
руководить следственной частью. Из области пообещали людей и криминалисты с аппаратурой. Слово «маньяк» на совещании не произнес никто. Не из суеверия, а из гигиены. Как только это слово выходит из кабинета, город начинает жить по законам паники, а пресса – по законам стаи. Я вернулся к себе, выложил на стол 3 тома и заказал в информцентре выборку. Все насильственные и все скоропостижные смерти мужчин по городу с 1 июля, включая отказные материалы. Если этот человек начал 11-го, надо было убедиться, что он начал именно 11-го. И еще я велел Санникову принести мне разыскное дело по пропавшему монтажнику. Санников принес и осторожно спросил, думаю ли я, что Гарипов Артем Рашидович 4-й. Я ответил честно. Думаю, что 5-й я. Потому что 4 дня не думал об этом вообще. Монтажник шел ночью, выпивший, через полгорода. По пустырям, если срезать от площадки у проходной, до его дома. Точно по той земле, на которой работает наш человек с молотком. Выборка из информцентра пришла к вечеру 20-го. Я просидел на дне до ночи, отложив все. Скоропостижные, отказные, падение с высоты собственного роста. За июль набралось 11 материалов. 10 отпали. Возраст, обстоятельства, медицина. По июню и началу июля чисто. Ни одного похожего эпизода. Это была единственная хорошая новость за день. Он начал 11-го. У серии было начало. Значит, у начала была причина. Что-то случилось с этим человеком перед 11 июля. И если понять что, можно понять кто. Тогда я записал эту мысль в блокнот и, честно скажу, пользы от нее в розыске не было никакой. Причину мы узнали уже от него самого. Но сама запись потом легла в обвинительное как есть. С разыскным делом Гарипова я поступил так, как привык делать со свидетельскими маршрутами. Прошел его ногами. Вечером, в то же время, что и он. От проходной, где его высадила рабочая «Газель», до его дома 40 минут ходу, если по улицам, и 25, если срезать. Мимо старого карьера, через пустырь, вдоль гаражей. Я шел с резкой. За 25 минут мне встретились 2 человека и 1 собака. Ковид вымел город. Кафе закрыты, лавочки пустые, окна светятся. Улицы нет. Фонари только вдоль дороги. Свернул на тропу, и все, ты исчез. Камера безопасного города на этом маршруте одна, на перекрестке у проходной. И Гарипов в нее попал. 15 июля, 21:53. Идет один. Походка выпившего, но твердая. Дальше темнота. Биллинг дал последнюю соту в 22:20. Юго-западный сектор. Одна вышка кроет там полгорода с карьером и всеми пустырями. Потом телефон умер и больше не включался. Полиция с волонтерами дважды прочесывала сектор. По такой траве и по такой площади это как искать монету в сене граблями. Не нашли. 20-го же я поговорил с женой. Вызывать не стал, сам заехал. Она открыла сразу, будто стояла у двери. Квартира двухкомнатная, чистая. На холодильнике магниты из Сочи. На стене фотография со свадьбы. Я задавал вопросы, она отвечала коротко и точно. Как отвечают люди, которые уже 100 раз прокрутили в голове каждый час того вечера. Посидели с бригадой у проходной. Премия. Он выпил, но знал меру. Позвонил в 10 без чего-то. «Иду, ставь чайник». Голос веселый. Все. Он всегда ходил с резкой? Летом. Всегда. Я ругалась. Он смеялся. «Наташ, ну кому я нужен?» Она проговорила это ровно. А потом впервые за разговор посмотрела не сквозь меня, а на меня. И спросила то, что спрашивают все. «Жив?» Я таких вопросов не люблю и отвечаю на них одинаково. Не знаю. Врать потом дороже. Она этот ответ приняла, как принимают укол, не дрогнув и побелев. Уходя, я в прихожей увидел его ботинки, рабочие, 42 размер, стоптанные внутрь. И поймал себя на том, что запоминаю их, как вещдок.
С этого момента Гарипов Артем Рашидович шел у меня по внутреннему учету не как пропавший, как эпизод. Вслух я этого, понятно, не говорил никому, и меньше всех ей. Ночью я разложил на столе карту города и поставил 4 точки. Пустырь за гаражами, промзона, стройка, карьерный сектор. Кругов и стрелок я не рисовал, не кино. Но одна вещь с карты читалась без стрелок. Все точки лежали на землях, куда нормальный горожанин не заходит. Он работал в мертвых зонах, там, где нет ни камер, ни окон, ни случайных прохожих. Либо он эти зоны знал как свои карманы, либо жил рядом с ними. И жертв он брал там же, на границе мертвых зон, у магазинов, у проходных, у теплотрасс. Город у нас небольшой, 150 тысяч, и эта география сужала его до нескольких районов. Уже что-то. Еще я смотрел на эти точки и думал простую оперативную мысль. 4 эпизода за 5 дней, с 11 по 15, и тишина с 16. 5 дней тишины. Либо он насытился, либо затаился, либо готовит следующего. Ни один из 3 вариантов мне не нравился, но работать можно было только от 4. Он выйдет снова, и надо успеть раньше. Карту я в ту ночь так и не убрал. В 12 часу отзвонился дежурный. Обходчик с железнодорожной ветки под конец смены, еще засветло, заметил в лесополосе тело. Сообщил, как добрался до станции. 5 точка легла на карту сама. Я только посмотрел, куда. Лесополоса вдоль ветки, юго-запад. 1,5 километра от карьера. Все те же мертвые земли. Выезжали на рассвете. Ночью в той лесополосе при фонарях делать нечего, только затопчешь. Тело пролежало в жаре дней 5, и про это я подробностей давать не буду. Кто был на таких осмотрах в июле, тот знает. А кто не был, тому не надо. Стельмах отработала, как всегда, ровно, только маску сменила трижды. Мужчина, около 45, одет не по-бомжовски. Рубашка, брюки. Затылок тот же. При нем документов не было, установили за день по дактилоскопии. Дергунов Павел Егорович, 44 года, в базе, по старому административному. Жил один на съемной, перебивался случайными заработками. По вскрытию не менее 8 ударов, все то же, сзади, сверху, лежачему. Ориентировочно 15 июля, день. 15-го днем Дергунов, 15-го вечером пропадает Гарипов. 2 за сутки. У меня по спискам выходило, что человек с кувалдой к середине июля вошел во вкус и работал уже без пауз на подумать. И у тела Дергунова снова стояла бутылка. 5 озер. Пустая, свежая. Латын колдовал на дне прямо на месте, а вечером доложил. На стекле, кроме пальцев самого Дергунова, один чужой след, четкий, пригодный для идентификации. Указательный или средний, судя по положению. Человек передавал бутылку из руки в руку. Первый раз за 5 эпизодов он оставил нам кусок себя. Я в тот вечер разрешил себе поужинать по-человечески. В кафе у автовокзала, единственным работавшим. След пальца – это почти фамилия, так я тогда думал. Через 2 суток Папилон вернул ответ, и от моего аппетита осталось одно воспоминание. Но об этом в свой черед. Теперь про кабана, потому что дальше тянуть некуда. 20-го днем, еще до лесополосы, пришли ответы из Челябинска. Тумаков Валерий Николаевич с 12 июля находился на объекте безвыездно. Вахта, режимный склад, смена 12 через 12. Проходная с турникетом и камерами. Табель, записи проходной, биллинг – все в одну строку. Из Челябинска не выезжал. На 11 июля, на Сизова, он еще теоретически успевал. Но Сизов без Куленкова, Хромова и Дергунова был мне не нужен. Рука-то одна, это уже было доказано медициной. Кабан отпадал целиком, со всем своим голову проломить, с центнером веса и 2 ходками. 8 дней. 8 дней лучшие люди города отрабатывали человека, который в момент 3 убийств из 4
стоял на турникете под камерой. Я не сказал по этому поводу ничего и никому. Я взял свой план следственных действий от 14 числа, перечеркнул его и написал новый, от руки. Первым пунктом в новом плане стояло то, что неделю назад предлагал Санников, и что я тогда затоптал вместе с ним. Санникову я этот план отдал лично, лист в руки, без комментариев. Он посмотрел на первый пункт, на меня, и хватило у щенка ума тоже промолчать. Обучаемый. Ночью я честно пересобрал портрет. Не на бумаге, в голове. Бумага такое не держит. Что мы имели против моего кабана образца первой недели? Все, что мы имели, кричало в другую сторону. Он покупает жертвам водку. Значит, при деньгах хотя бы на водку. И не жадный на нее. Не грабеж. У жертв брать нечего. У Дергунова в кармане осталась мелочь. Ее не тронули. Он часами сидит с ними. Пьет по глотку. Или не пьет вовсе. Стельмах по остаткам в бутылках прикидывала, что пил в основном один. Он ждет, пока человек уснет. Ни одного удара по-стоящему. Ни одного следа борьбы. Он ни разу не рискнул схлестнуться даже с полудохлым алкашом. Понимаете, да? 20 лет я искал в таких делах силу. А здесь силы не было вообще. Здесь была терпеливость. Он не давил жертву. Он ее выжидал. Как выжидает не хищник даже, а паук. И стекло. Сначала уносил бутылки, потом перестал. Осторожность выключалась по кускам. Ему переставало быть страшно. Такой портрет не совпадал ни с кем из моей картотеки. Хуже. Под такой портрет у меня картотеки не было. Судимые, буйные, учетные. Вся моя система координат ловила волков. А этот в нее не попадал. Как не попадает в невод вода. 21-го Черных привел Гриню. По паспорту Кузьмин Григорий Иванович, 49 лет. Без определенного места жительства, из бывших работяг. Тверезый, через 2 дня на 3-й. Черных выдернул его из подвала на Пролетарской, где тот отлеживался. И Гриня был нам должен за прошлую зиму. Черных его тогда не закрыл за мелочь, а отвел в приют отогреваться. Такие долги в этой среде помнят лучше денежных. С Гриней я работал долго, часа 3, и не давил. Научен был уже, что давить в этом деле бесполезно. Дави, не дави, а информация тут добывается терпением. Сидели в кабинете. Я поил его чаем с сушками, слушал байки и ждал, когда дойдет до дела. Дошло. 14 июля под вечер Гриня видел Хромова, Серегу, как он его звал, у ларьков за фабричными домами. Серега был человек. Молодой, лет 30 или меньше, худой, в темной рабочей спецовке и в маске. В июле, в жару, в маске. Но тогда это никого не удивляло. Ковид. Полгорода в намордниках. Человек этот сходил в магазин, вынес водку, отдал Сереге нести и повел его в сторону северной окраины. К стройке. «А ты чего не пошел с ними? Дармовая же». Звал Серега-то. А я не пошел. Гриня долго крутил в пальцах сушку, ломал ее на дольки, складывал на стол. Не пошел, гражданин следователь, и все. Не понравился он мне. Чем? Рожей? Рожи-то не видно, маска. Вот тем и не понравился. Стоит, а его как бы нет. Мы ж людей чуем, у нас без этого на улице никак. Кто ударит, кто подаст, кто мимо. А этот никакой. Пустой. Я такого пустого сроду не встречал. Серега, дурак, на водку смотрел. А я на него смотрел. И ушел. Бездомный алкаш с 3-дневным перегаром считал человека за 10 секунд. Я, следователь по особо важным, смотрел на того же человека дважды с расстояния в метр. И оба раза увидел ветошь на гвозде. Этого я Грине понятно не сказал. Да я тогда еще и сам не знал, что мы говорим об одном и том же человеке. Но слово «пустой» я записал в блокнот большими буквами. Первый раз за все дело свидетель дал мне не примету. Свидетель дал мне суть. Перед тем, как отпустить, я спросил Гриню, в какой именно магазин ходил тот, пустой. Гриня объяснил на пальцах. Продукты у фабричных домов единственный на весь квартал.
Тот самый, с камерой у входа, про которую Санников писал в своем нулевом отчете неделю назад. Круг, по которому мы ходили, оказался диаметром метров 800. Дом Куренкова, ларьки, магазин, промзона. Все это время дело лежало на пятачке, который я мог бы обойти за 15 минут. 22-го я поехал в этот магазин сам. Обычный квартальный продмаг. 2 ступеньки, колокольчик на двери, полки с макаронами, холодильник с пивом, водка под замком у кассы. За прилавком Каюмова Валентина Степановна, 63 года. 40 из них. За прилавком. Из той породы продавщиц, которые помнят 3 поколения покупателей в лицо, то фамилии и по долгам в тетрадке. Пока я представлялся, в магазин зашла старушка с палочкой. Я придержал ей дверь и подождал с разговором, пока Валентина Степановна ее отпустит. Хлеб, молоко, разговор про давление. Спешить тут было нельзя. Такие свидетели, как Валентина Степановна, от казенного напора закрываются наглухо, а от человеческого разговора раскрывается, как та тетрадка с долгами. Валентина Степановна, мне нужна ваша память. Покупатель. Молодой, худой, тихий. Берет водку. Может 5 озер, может по 2 бутылки сразу. Она даже в тетрадку смотреть не стала. Так это Тихоня мой, что ли? Я его так про себя зову, а как по-настоящему не знаю, он же не скажет. Молоденький такой, в спецовочке синей. Он же у меня 2 года уже берет. Раньше хлеб, консервы, матери, говорит, кефир, а с лета – водку. 5 озер, всегда парой. Я еще подумала, запил, что ли? Так нет, не пьющий он, по лицу видно. Я пьющих за версту. Я слушал и не перебивал, только отложил телефон, который до того держал в руке. Дальше было главное, и она выдала это между делом, как выдают самое ценное все настоящие свидетели. Только вот что скажу, привычка у него нехорошая. Подойдет, а я не слышу. Стою, считаю, поднимаю глаза, а он уже у кассы стоит. Молчит, смотрит. Я уж его просила. Ты, милый, хоть кашляни, когда заходишь, у меня же сердце. Кашлянет в другой раз. А потом опять. Стоит и все. И ведь не со зла, я думала. Тихий просто. Забитый. А когда он был у вас в последний раз? Так сегодня и был. Утром, в 11 часу. 2-5 озер взял, как обычно, наличными рассчитался. Он всегда наличными, карточки у него, видать, нет. Сегодня, с утра. Я стоял посреди этого магазина, где пахло пряниками и хозяйственным мылом, и понимал, что человек, которого ищет весь гарнизон, 3 часа назад стоял на моем месте и покупал водку для кого-то, кто, возможно, до вечера не доживет. Камеру у входа мы изъяли в тот же час, вернее, изъяли регистратор. Запись за утро была цела. 10 часов 17 минут, входит фигура. Молодой, худой, темно-синяя спецовка, медицинская маска, бейсболка. Берет 2 бутылки, расплачивается наличными, уходит. 41 секунда. Лица нет, маска, козырек, камера сверху. Походка мягкая, короткий шаг. На спецовке слева что-то вышито, но разрешение камеры, слезы, пятно и пятно. Валентину Степановну я в тот же день допросил официально, под протокол, и отдельно попросил. Если появится, не показывать виду, не расспрашивать, а после его ухода позвонить вот по этому номеру. Она посмотрела на меня поверх очков и спросила тихо. «Это он, что ли, мужиков наших?» Я ответил, что проверяем всех подряд, такая работа. Она поняла, что я вру, и я понял, что она поняла. 40 лет за прилавком – это следовательский стаж, только честнее. К этому же дню подоспел ответ по следу пальца с бутылки Дергунова. Папилон прогнал след по всем массивам, по судимым, по задержанным, по дактилоскопированным призывникам и лицензионщикам. Ответ. В базах не значится. Понимаете, что это означало? Наш человек за всю жизнь ни разу не попал в систему. Не судим, не приводился, не задерживался, не служил там, где катают пальцы. В системе он был неизвестен, как новорожденный. Я 20 лет привык, что у любого зверя есть след в бумагах, а тут бумаги молчали, потому что он для них не существовал.
Оперы злились и не верили. Так не бывает. Все где-то наследили. Бывает, как выяснилось. Есть люди, которые проживают жизнь, ни разу не задев государство ни локтем. Их никто не видит. Ни система, ни соседи, ни я. Портрет 23-му устоялся. Мужчина до 30, худощавый, местный. Живет или работает в районе фабричных домов. Ходит пешком. Носит темно-синюю рабочую спецовку. Не судим, не пьет. При этом свободно вращается среди пьющих. Ориентировку такого содержания раздали нарядам, участковым, таксистам. У всех точек продажи алкоголя в юго-западной части выставили посты, где открытые, где нет. Черных с областными операми сел на безопасный город. Отсмотреть архив по всем перекресткам вокруг мертвых зон за ночь убийств. Архив хранился 30 суток. Камер по нашему сектору 7 штук. Ночного времени часов по 6 на камеру. Неделя работы на глазах, до рези. А город тем временем сорвался. Утечка пошла, как всегда, снизу. Кто-то из понятых, кто-то из санитаров, плюс волонтерские чаты по Гарипову. К 24-му в городских пабликах уже гуляло. В Миассе маньяк, убивает молотком. Придумали и кличку «Миасский молоточник». Сначала в чатах, потом ее подхватила область, потом федеральные. Народ, который и так полгода просидел по квартирам из-за ковида, закрылся окончательно. Улицы к 10 вечера вымирали до состояния декораций. Гордеев ходил с 2 совещаний на 3. Из области звонили каждый день. Из Москвы – через день. Меня это давление не трогало. Я в нем вырос, как рыба в воде под давлением живет. Трогало другое. С 22 по 27 не случилось ничего. Ни эпизода, ни попытки, ни сигнала с постов. Тишина. Тишину каждый читал по-своему. Оперы надеялись, спугнули, залег. Гордеев боялся. Уехал, будет резать в другом городе. И это уже навсегда не наш позор, а наш крест. А я сидел над материалами и держал в голове слова Стельмах. Остальное он делает не для того, чтобы убить. Такие не останавливаются от страха. Такие пережидают. Между 11 и 15 он разгонялся как под горку. И вдруг стал? Не верил я в это. Он ходил утром за водкой 22-го. Значит, либо кого-то не довел, либо готовил следующего, спокойно, в своем режиме. Он вообще все делал спокойно. Это и было в нем самое страшное. Только слово «страшное» я тогда еще себе не разрешал. По спецовке работали отдельно. Темно-синяя, рабочая, с вышивкой на груди слева. Такие шьют на заказ конторы, которым хватает денег на форму, но не хватает на нормальные логотипы. Автозавод, ЖЭКи, сервисы, шиномонтажки. Список набрался на 70 с лишним организаций. Начали с крупных. Завод, управляющие компании, автоколонна. Мелкие мастерские стояли в плане на конец недели. В том списке на 40 каком-то месте была и мастерская портного. 2 бокса за фабрикой, 3 работника. Я этот список подписывал лично. Подписывал и не увидел. Смотрел в упор на строчку и прошел мимо нее, как дважды прошел мимо живого человека. Слепота. Она ведь не в глазах. Она в том месте, которым решаешь, куда смотреть. 28-го вечером я уехал из отдела за полночь. Посты стояли, архив камер отсматривался. 70 организаций проверялись по списку сверху вниз. Все было организовано правильно, по науке, большими силами. И все это не помешало тому, что случилось той же ночью. Мальцева Геннадия Федоровича нашел утром 29-го сосед по гаражу. Пришел к 7 открывать бокс, а между рядами на укатанной глине лежал человек. Мальцеву было 58. Пенсию не заработал, жил один в машгородке. Вытывал ровно, по-стариковски. И летними ночами в жару выходил к гаражам. Там у мужиков был свой пятачок со скамейкой из автомобильного сидения. 28-го вечером соседи видели его на этом пятачке одного, а ночью к нему кто-то подсел.
Я приехал туда к 8. И осмотр этот помню по минутам, потому что злость на осмотре – плохой инструмент. Ее надо куда-то девать, а девать было некуда. Не менее 12 ударов, Стермах потом посчитает точно, но раздробленный затылок я к тому времени читал без эксперта. У тела – бутылка. 5 озер. Пустая, стоит ровнёхонько, как поставленная. На глине – дорожка следов. Кроссовки, 43-й. Протектор тот самый, лапинский, с 3 мест. Он даже не менял обувь. Зачем? Его же никто не видел. Его вообще никто никогда не видел. В этом была вся его сила. И я к 29 июля понимал это уже настолько ясно, что от ясности сводило скулы. Водку он купил еще 22-го. Неделю она стояла у него. Дома ли, в сумке ли, пока мы держали посты у магазинов и ждали, что он придет за ней. Он не пришел. У него все было куплено заранее, как у хорошей хозяйки перед праздниками. Планерку утром я оборвал на 3-й минуте. Просто встал и уехал на безопасный город, в Серверную, где Черных с областными 2-е сутки жили в мониторах. Свежий архив за ночь подняли первым делом. И вот там оно и лежало. Перекресток у Машгородка. Единственная камера на весь район. 1:52 ночи. В кадр входит фигура. Худой, темная спецовка, бейсболка. На плече. Черная спортивная сумка. Идет со стороны гаражей. Шаг короткий, мягкий, никуда не торопится. 8 секунд и вышел из кадра. Человек, который 40 минут назад, по времени смерти выходило примерно так, разбил голову спящему старику, шел через перекресток, как со смены. Стоп-кадр гоняли областные по своим программам часа 2. Вытянули немного, но хватило. На груди слева вышивка, светлая, в 2 строки. Первая строка не читалась. Вторая собралась по буквам. У Портнова. Санников свой список 70 организаций знал уже наизусть. Автосервис у Портнова. 2 бокса за бывшей мебельной фабрикой в плане проверки стоял на послезавтра. 300 метров от места, где нашли Куренкова. 800. От магазина Валентины Степановны. Я смотрел на этот стоп-кадр и уже знал, кого увижу, когда приеду. Не по логике знал, логика подтянулась позже. Потому как у меня внутри, в том месте, где 20 лет исправно работал датчик на людей, впервые за это дело стало тихо и холодно. В мастерской нас встретил Портнов. Я положил перед ним распечатку стоп-кадра. Он смотрел на нее секунд 10, и я видел, как человеку не хочется говорить то, что он скажет. Спецовка наша. Я такие в позапрошлом году заказывал, 4 штуки. Он поднял на меня глаза. Виктор Сергеевич, это Толя, что ли? Так он же мухи. Понимаете? Мухи не обидит. Шанауров Анатолий Владимирович. 29 лет. В мастерской 3-й год, без оформления. Руки золотые, рот на замке. На работу пришел и в этот день, 29-го. Стоял себе у дальнего подъемника, крутил ходовую. За 2 часа до нашего приезда отпросился. Матери сказал плохо. 2 работяг, те самые гаражные волки, подтвердили по стоп-кадру. Он, Толян, походочка его, он всегда так ходит. Не слышно. Один добавил то, от чего у второго дернулось лицо. Мы его сами шугались, честно говоря. Работаешь, а он сзади стоит. Молчит. Минуту стоит. 2. Ты же не слышал, как он подошел? Мы ему говорили: «Толя, ну ты хоть свисти, что ли, когда ходишь?» Я вышел из бокса. Дошел до дальнего подъемника и постоял там. Вот верстак. Вот гвоздь, на котором висит серая. Вот отсюда он вышел у меня из-за спины 16 июля, с трещоткой в руке. И стоял в метре, и ждал, и смотрел мне в затылок. В затылок. Я стоял на его рабочем месте и молчал столько, что Черных дважды заглядывал в бокс и уходил. Кличку Ветошь я в тот день из своего внутреннего словаря вычеркнул. Не потому, что она стала неточной. Потому что я понял, чего стоят мои клички. Дальше
Механика. Отработанная десятилетиями, и слава богу, что она есть. Когда думать больно, работает механика. Установочные данные подняли за час. Родился 17 октября 1990 года. МИАС. Не судим, не привлекался, на учетах не состоит. Прописан с матерью, Шанауровой Тамарой Григорьевной, 62 лет. В фабричном доме, 400 метров от магазина, 600 от промзоны. Отец, Шанауров Владимир Егорович, умер в мае этого года. По отцу в архивах нашлось: 3 вызова участкового за старые годы, семейные скандалы, пьяный, гонял жену. Заявлений нет, забирали. Мать с весны, инвалид по зрению, ослепла. Соседи про сына. Тихий, вежливый, здоровается. Сумки ей носит, под руку водит. Идеальная характеристика с места жительства. Я таких вежливых за свою жизнь наслушался. Но этого я и сам пропустил. Смотрел на него дважды и дважды прошел мимо. Так что соседям предъявлять было нечего. Брали его вечером у подъезда. Никакого штурма. С группой. Буднично. На подходе, когда он возвращался из аптеки. Я стоял у машины и видел все от начала до конца, секунд за 20. Он не побежал. Не дернулся. Когда его развернули и защелкнули браслеты, он посмотрел на меня через двор. Нашел глазами безошибочно, как будто знал, где я стою. И не сказал ничего. Потом, уже в машине, произнес первые слова, которые я услышал от него за все это время. Голос оказался негромкий, ровный, почти вежливый. «Там пакет упал. Лекарства. Маме передайте, пожалуйста. Ей без них нельзя». И все. Ни за что. Ни вы ошиблись, ни адвоката. Пакет из аптеки лежал у скамейки, куда он его выронил при задержании. Я поднял этот пакет сам. Капли для глаз, таблетки от давления. Все по списку. Чек аккуратно сложен вдвое. Человек, который 2 недели назад 11 ударами убил монтажника, шедшего домой к жене, купил матери капли и сложил чек вдвое. Я убирал пакет в машину и знал уже, что завтра мне садиться напротив этого человека. И что ломать его, как я ломал сотни других, не выйдет. Ломают об колено. А тут колена не было. Тут вообще ничего не было, за что берутся руки. Гриня сказал точнее всех. Пустой. Завтра мне предстояло допрашивать пустоту. К допросу 30 июля я готовился, как не готовился лет 10. С вечера разложил по папкам эпизоды, выстроил порядок предъявления, продумал 3 схемы разговора, от мягкой до жесткой. Я умею ломать людей, это мое ремесло. И делаю я это не кулаком, а тем, что нахожу в человеке живое место и давлю на него, пока человек не решит, что говорить легче, чем молчать. У вора живое место, воровская гордость. У бытовика – жалость к себе. У насильника – страх. Я шел в кабинет с 3 схемами и уверенностью, что какая-нибудь да сработает. Не сработала ни одна. Он сидел напротив, худой, аккуратный, руки на столе, одна на другой, и смотрел на меня спокойными светло-серыми глазами, в которых не было ни страха, ни вызова, ни гордости, ни жалости к себе. Не было ничего из того, за что берется мое ремесло. Я предъявил ему стоп-кадр, он посмотрел и сказал: «Это я». Я предъявил заключение по Мальцеву. Он прочитал внимательно, до конца, и поправил меня. Там не написано, что он проснулся. Он не просыпался. Я аккуратно. Адвокат по назначению, немолодая женщина, сидела рядом и держалась за свою папку, как за поручень. А потом он переиграл меня окончательно. И сделал это одной фразой. Я начал заход про мастерскую. Дескать, мы все равно все установим. Коллеги ваши уже дали показания. Он дослушал и ответил ровно. Вы к нам приходили. 2 раза. 14 и 16. Вы со всеми разговаривали. С Аркадием Семеновичем, с мужиками. На меня вы не посмотрели ни разу. Я вам ключи подавал, когда вы у верстака стояли. Вы взяли и не посмотрели. Он помолчал
И добавил без всякого торжества, как объясняет школьнику устройство простой машины. Вы не думайте, я не в обиду. Просто вы спрашиваете, как я не боялся. А я вот так не боялся. Меня же не видит никто. И вы не увидели. 20 лет я сидел за этим столом хозяином. 30 июля 2020 года напротив меня сидел человек, который знал про меня главное, а я про него не знал ничего. Он не издевался. Он констатировал. И от этой констатации хотелось выйти из кабинета не потому, что страшно, а потому, что стыдно. А стыд на допросе непозволителен для следователя так же, как жалость. Говорил он потом долго и охотно. Не потому, что я его разговорил, врать не буду. Ему просто не было смысла молчать. И молчание он отбросил так же спокойно, как отбрасывал все бесполезное. Про отца рассказал без надрыва. Пил, гонял мать, бил ее смертным боем по пятницам. А по субботам плакал и просил прощения. И так 25 лет. Мать ослепла. Врачи сказали давление и нервы. Отец умер в мае. Сердце, во сне, тихо. Незаслуженно тихо. Я у гроба стоял и думал, вот ты умер, а такие, как ты, ходят. Я спросил, когда он впервые попробовал. Он подумал и честно ответил. За гаражами, кошки, еще весной. Чтобы рука не дрогнула, когда по делу. Слово «по делу» он произнес так, как произносят его снабженцы. Он был уверен, что чистил город. «Пьянь», — сказал он, — «это не люди». Это то, что остается от людей. И кто-то должен убирать, как убирает мусор. Потому что сам мусор себя не уберет. Выбирал лежачих и спящих не из трусости, из аккуратности. Он же не мучается. Я быстро. Водку ставил рядом не для издевки. Чтобы понятно было, за что. Стройная система, продуманная, законченная. Я слушал и ждал того, что всегда есть в таких системах. Трещины. И дождался, когда дошли до Гарипова. «Артем Гарипов не был пьяницей», — сказал я. Работал, семья, ребенку 3 года. Выпил с бригадой на премию и шел домой, к жене. Он-то как в вашу уборку попал. Впервые за 4 часа он ответил не сразу. Не смутился, нет. Подбирал точную формулировку, как подбирают ключ из связки. Я ему предложил. Сказал, посидим, выпьем. Он согласился. Светло-серые глаза посмотрели на меня без единой тени. Раз согласился, значит такой же. Просто еще не дошел. Я на полдороги убрал. Вот тут и лежала правда, которую он сам про себя не знал. Никакой он был не чистильщик. Чистильщик – это была вывеска, которую он сам себе повесил, как вешают табличку «Санитарная обработка» на дверь, за которой просто убивают. Ему нужно было разрешение, и он выдавал его себе сам, на месте, по упрощенной процедуре. Согласился выпить. Разрешено. Я спросил, где тело. Он назвал место, сразу, точно, с ориентирами. Коллектор за недостроем у объездной, плитой прикрыто. «Я аккуратно», — повторил он. Это слово я потом слышал от него еще раз 20 и возненавидел на всю оставшуюся жизнь. В тот же день провели проверку показаний на месте. Он шел по пустырю впереди конвоя, в наручниках, спокойным своим коротким шагом, и показывал, как экскурсовод. Здесь встретили, здесь сидели. Тут я его, потом волоком туда. Под бетонной плитой у коллектора лежал Гарипов Артем Рашидович, 34 лет. 15 дней его искали жена, волонтеры и весь город. Не менее 11 ударов, установит потом Стельмах. Телефон разбитый нашли тут же, в щебне. Иду, ставь чайник. И 800 метров, которые он не дошел. Обыски дали все, что положено. В гараже покойного отца под верстаком черная спортивная сумка. В ней кувалда с укороченной ручкой, обмотанной синей изолентой. Вымытая, но вымытая по-человечески, а не по-экспертному. Генетики потом сняли с торца Бойко и из-под изоленты следы крови двоих – Гарипова и Мальцева. Там же кроссовки, 43 размер. Протектор тот самый, лапинский.
А за стеллажом под ветошью карабин. Тульская мелкашка, нарезной. Отцовский еще, без всякого разрешения. Отец когда-то браконьерил. Сын оружие после смерти не сдал, а смазал и завернул. К 6 эпизодам добавилась статья о незаконном хранении. Дактилоскопировали его еще при задержании. След с бутылкой Дергунова совпал. Папилон, наконец, получил своего невидимку в базу. Экспертизы шли до зимы. Стационарная психиатрическая дала вменяемость, расстройство личности, но отдавал отчет и руководил. Полностью. Я читал это заключение дольше, чем читаю обычно, потому что искал там для себя лазейку, что он сумасшедший. И потому я его не увидел. Лазейки не было. Он был вменяем. Слепым был я. Пакет из аптеки я отвез сам, 31-го. Дверь открыла соседка, ходившая за старухой. В квартире пахло лекарствами и старым деревом. Шанаурова Тамара Григорьевна сидела у окна, из которого ничего не видела. Прямая, в чистом платке. Я поздоровался, назвался и убрал телефон в карман еще в прихожей. Когда она стала подниматься навстречу, я подошел и подал ей руку. Ладонь у нее была легкая, как у ребенка. И довел ее обратно до кресла, и только потом сел сам. «Тамара Григорьевна, Анатолий просил передать вам лекарства. Вот они. Я поставлю на стол. Соседка вам разберет. Капли, таблетки, все по списку. И чек здесь». «Это вы Толю забрали?» — сказала она. Не спросила. Сказала. Голос был ровный. Только руки на коленях сжимали одна другую. По телевизору говорят. Это ведь неправда то, что говорят? Я мог соврать. Имел даже право. Следствие. Тайна. Я сказал. Идет следствие, Тамара Григорьевна. Что установим, то и будет правдой. Врать вам не стану. Она долго молчала, лицом к окну. Потом произнесла то, что я ношу с собой до сих пор. Он по ночам уходил. В июле. Я же слышу все. Дверь, ботинки, воду потом в ванной подолгу. Я думала, к девушке бегает, стеснительный он. Я, старая, радовалась. Она повернула ко мне слепые глаза. Я слышала, а никто не видел. Как же так, сынок? Я не нашел, что ответить. Слепая мать за июль узнала о нем больше, чем весь наш штаб с камерами, постами и 70 организациями по списку. Уходя, я оставил соседке телефон социальной службы и свой рабочий и попросил звонить, если что понадобится. Не для дела. Дело ее показаний не требовало. С Гариповой Натальей Игоревной я говорил после опознания. Готовил слова про мужество и держаться, и все их выбросил, потому что она спросила только одно. Мучился ли? Я ответил как есть, по заключению. Нет, не успел. Первый удар. И все. Он не понял и не испугался. Она заплакала. «Впервые за 15 дней», — сказала она, «потому что пока искали, плакать было нельзя. Слезы — это как согласиться». Я сидел напротив и не утешал. Иногда самое честное, что может сделать человек моей профессии, просто быть рядом официальным лицом, которое не врет. Обвинение ему предъявили в окончательной редакции по пункту А, части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Убийство 2 и более лиц. И по части 1 статьи 222 за карабин. 6 эпизодов, 6 фамилий. Сизов, Куренков, Хромов, Дергунов, Гарипов, Мальцев. Вину признал полностью, спокойно. Во всех протоколах подпись. Мелкая, аккуратная, с наклоном влево. Судил его областной суд. Приговор оглашали 6 сентября 2021 года. Пожизненное лишение свободы. Колония особого режима. Он выслушал стоя, ровно. И когда конвой уже разворачивал его к выходу, нашел меня глазами в зале. Безошибочно, как тогда, во дворе. Я выдержал этот взгляд. Это все, что я мог выдержать. А в октябре уже по холоду. Дежурный поднял меня ночью.
Труп у теплотрассы за старым рынком. Мужчина без документов, лет 60. Санников на месте начал бодро. По всему бытовуха, Виктор Сергеевич. Замерз или сердце, тут таких. И осекся, потому что я на него посмотрел. Я велел работать полный осмотр, как по особо важному. Фиксация, изъятие, поквартирный обход и первым делом установить имя. Не тело, не неустановленный. Имя, отчество, фамилию. Санников спросил, есть ли основания полагать криминал. Оснований не было. Была память о том, во что обходится взгляд, скользящий мимо. Мужчину звали Прохоров Степан Ильич. Умер он, как выяснилось, своей смертью. И хоронили его хоть и за казенный счет, но под собственным именем. Клички я ему не придумал. Я вообще перестал их придумывать. Оказалось, без них видно лучше.